Друзья, привет! Вы знаете, что творчество Димаша Кудайбергена, которого уже сейчас называют и лучшим голосом планеты, и народным артистом мира, особым образом воздействует на творческих людей самых разных концов света. Если вы подписаны на наш канал, то вы знаете об этом очень хорошо. Ведь на нашем канале мы знакомили вас с вокалистами из Азии, Латинской Америки, Америки, Европы и даже Австралии. Также наверняка среди вас есть и свидетели наших онлайн-концертов, которые мы проводили в 2019 и в 2020 годах, на которых самые разные люди разных профессий, возрастов и вокальных данных были вдохновлены творчеством Димаша. Да и сами мы с 2017 года после знакомства с феноменом Димаша Кудайбергена открыли в себе невероятный творческий порыв, который изменил нашу жизнь. И все это при том, что в 2017 году мы даже не представляли, что такое говорить на камеру, как нужно монтировать передачи, клипы, как проводить концерты, да даже компьютера и камеры у нас не было. Но благодаря Димашу сегодня мы с вами изучаем феномен Казахстана и каждый день учимся новому. Вместе с вами изучаем разные страны мира, знакомимся с разными культурами, встречаемся с невероятными людьми, познаем Твиттер, Инстаграм и даже ТикТок. Димаш привлекает к себе и открывает маленьких гениев в каждом из нас. При этом он сам никогда не признается даже самому себе о значении его творчества на умы миллионов людей во всем мире. Почему я вам все это рассказываю? Недавно в Инстаграм нам прислали профиль одного виртуозного музыканта, гитариста, настоящего гения. Его зовут Дамиан Салазар, и он из Аргентины. Он исполнил кавер на песню Димаша «Уматылмаскын» и тем самым привлек к себе внимание Дирс. Он достаточно популярен в интернете, хотя его история мало кому известна. Салазар – аргентинский уличный музыкант, прославившийся после того, как в социальных сетях появилось видео с его участием. Базируясь в Буэнос-Айресе, он регулярно бывает в центре города, развлекая местных жителей и туристов своими кавер-версиями таких песен, как «Beat It» Майкла Джексона, «Show Must Go On» Queen и «Still Loving You» группы Scorpions. Кстати, его творчество давно вышло за пределы улиц. Со Скорпионами он даже выступил на одной сцене. У него было довольно тяжелое воспитание. Его отец умер, когда он был еще молод. И он впервые научился играть на гитаре на импровизационном инструменте, который он собрал из подручных материалов. Японские иммигранты научили его играть, и он купил свою первую гитару лишь когда ему было 12 лет. А как он сам заявляет, на его творчество максимальное влияние оказала музыка в стиле металл. Теперь у него огромное количество подписчиков в социальных сетях, и он достаточно знаменит благодаря участию в ряде более организованных проектов, например, с такими музыкантами, как Роджер Уотерс из Pink Floyd. Что же общего между Дамианом и Димашем? И почему у меня родилась идея того, что они похожи? Тут мне, как любителю футбола, помог Диего Армандо Марадона. Диего Марадона – лучший футболист за историю футбола по версиям многих экспертов. И отличает его от других игроков в футбол то, что он был настоящим виртуозом. В творчестве мозг работает совершенно по-разному у виртуоза и у того, кто просто очень хорошо заучил нотную партию. Виртуозное исполнение – это чистейшее отражение души виртуоза. Его творчество исходит прямо из сердца. И иногда даже гений сам не понимает, как это у него получается. Он просто начинает творить. Так вот, Диего Марадона, Дамиан и Димаш, они все гениальные виртуозы, пусть и в разных категориях. Марадона творил невероятные вещи с мячом на глазах у десятков тысяч людей, битком забитых футбольных стадионов. Сводил с ума своим гением всю планету. Димаш своим голосом, своими вокализами и виртуозными импровизациями добирается до тонких струн душ даже самых твердокожих жителей Земли, растапливая их сердца ото льда и возвращая к жизни тех, кто уже потерял все надежды. Также и Дамиан каждый день, выходя на улицу, поражает людей, избавляя от переживаний, страданий, страхов и боли. Он пробуждает внутри них тех самых добрых, красивых людей внутри нас, которые созданы, чтобы дружить, любить и радоваться жизни. Мы с вами знаем случаи, когда Димаш приглашает для совместных выступлений артистов. Например, вы знаете прекрасную Римар из Индонезии, которая поразила его своим невероятным голосом и спела с ним дуэтом в Санкт-Петербурге. Кстати, она стала большой звездой и даже победила в шоу «Идол Индонезии» в стране с населением 273 миллиона человек. Так вот, конечно, кто мы такие, чтобы советовать Димашу, кого надо пригласить для совместного выступления. Но мне бы очень хотелось, чтобы Дамиан получил такое приглашение, потому что его гитара и голос Димаша звучат на одной волне.
России.